Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуй, великий мой народ и многострадальный мой народ. Сегодня поговорим о новой партии, которую собираются строить Ксения Собчак и Дмитрий Гудков. Почему в то время как у нас очень много насущных дел, очень много недостатков и так далее, хочется говорить не об этой так называемой новой партии. Партия, конечно, собирается быть построена с помощью власти. Это, наверное, многим понятно. Но хочу сказать о так называемых их лидерах. Ксения Собчак и Дмитрий Гудков. Ксения Собчак на выборах показала свой результат. 1,5%. Те, кто ее поддерживают, и показала себя как человек, у которого нет принципов, у которого нет сострадания, у которой нет, как бы сказать, понятий порядочности, насквозь лживая, беспринципная и толстокожая. То, что она прибежала, не закончив подсчета голосов, вернее, не дожидаясь, бегом к Навальному, то, что она подставила ребят в Кемерово, о многом говорит. Она прибежала бегом его звать в свою какую-то партию, как усравшаяся. Да что это такое? Алексей Навальный ей правильно все ответил, а мы на всю страну видели, чего она стоит. И на этом бы, казалось бы, все и закончилось. Живи и продолжай жить дальше. И делать свои выступления на вечеринках. Но нет, ей нужна партия. А тут как раз очень хороший компаньон и друг Дима Гудков. Вот Дима Гудков нравился мне. Такой парень симпатичный, так красиво говорил и много. И казалось, вот мэр Москвы, замечательный, молодой, перспективный. Москвичи будут счастливы. А нет, оказывается, бегал, будучи в Государственной Думе, из партии в партию. Правильно, рыбка ищет где глубже, человек где лучше. Вот он и ищет. Как поступил он с Явлинским, и главное, что он говорит. Не знаю, почему он со мной сотрудничать не хочет. Да потому что Явлинский-то пожилой и мудрый. И те, кто вокруг Явлинского, люди, вот мною очень глубоко уважаемые, хотя я не сторонник Явлинского и говорила, что ничего у него не будет, не надо было ему, Григорию Явлинскому, идти и позориться. Но еще только 20% голосов, и Дима побежал строить новую партию. А перед этим, что он говорил? Я предан Явлинскому и до конца буду с ним. Так и будь до конца, будь. Подождал бы, когда соберется уже штаб Явлинского, когда они признают выборы, не признают и так далее. А потом бы уже сказал: извини, Григорий Явлинский, я буду делать свою партию. Это бы было как-то порядочнее, намного порядочнее. Но нет, побежал. Явлинский не хочет со мной сотрудничать. А зачем же ты тогда выступал? Я буду поддерживать Григория Явлинского. Полгода ты не видел Григория, но о своей поддержке сказал гораздо раньше, перед самыми выборами. Для чего это было сказано? Да для того, чтобы не поддерживать Алексея Навального. Потому что ты боялся сказать вслух, что выборы не нужны, что нужен бойкот выборам. Нет, ты туда и вашим, и нашим, и вашим, и нашим. Что ж ты говоришь еще? Вот на программе, как она называется, «В круге света». Что ты говоришь? Выборы опереточные. Ну, ты же это знал и раньше.
Зачем же вы пошли туда, если Навальный сказал четко и правильно? Бойкот выборам. Нет, ты поддержал Ксению Собчак, Григория Явлинского. Ты был там. А теперь новую партию. Какая это будет новая партия? Новая партия предателей. Так назовите ее лучше «Куда ветер дунет». Вот это вот вам подходит. И будете туда-сюда. Да, нет плохих людей и нет хороших людей. Есть люди, хорошо к вам относящиеся, есть люди, плохо к вам относящиеся. Вот вы с Ксенией Собчак хорошо относитесь друг к другу. Вы понимаете хорошо друг друга. Вы понимаете с полуслова. Потому что у вас одни цели и задачи. Бабки, 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 а еще и власти. Еще и власти побольше. Да уж нет, пусть лучше будет Собянин, чем такой, как Гудков. Иначе Москву на части продаст. С вами еще там сбоку припеку Станислав Белковский. И это тоже о многом говорит. Этот человек постоянно лжет, выдумывает, насмехается, хотя, как он сам себя считает, очень умным. Но он скорее просто хитрый, и хитрость его уже за ум зашкаливает. Но он хочет быть губернатором автономной области еврейской. Да бедные евреи загнутся от его автономии. Ну, возможно, это в каждой, это шутка, может быть, но в каждой шутке есть доля шутки, как говорят, но все равно вот лицо новой партии. Почему я вообще о ней говорю? Еще раз повторю, что дети и внуки нам не безразличны. И не дай бог, они туда придут. Хотя, думаю, никому вы со своим беганием, с этими побегушками туда-сюда, с этим метанием, да никому вы уже не нужны. А создадите эту партию. Это будет еще одна надсмешка и над всей демократией, которую рано или поздно наша страна построит, и над всеми теми, которые, возможно, как дурачки придут к вам. Вы говорите о Навальном. Вот Дима разговаривал, был на передаче, но все же врет, все переиначивает, как и Собчак. Вот вроде бы сказал, вроде бы Навальный хочет к вам в партию придет. Да, кто вы такие? У вас что, мания величия? Навальный, он лидер уже мирового масштаба. Посмотрите, сколько пишет зарубежная пресса о Навальном. И хотела бы видеть такого, как Алексей Навальный. Нет, вы куда-то его зовете, ни стыда, ни совести. Вы тем самым как бы хотите принизить его. Но вы принижаете себя. Народ-то все видит. И что, не видно, что вы готовы, как щенки, заискивать перед ним. Но вы ему не нужны. Навальный не любит предателей. И его принцип, я так думаю, я не люблю, когда мне лезут в душу. Не люблю, когда в нее плюют. Так вот, о Навальном еще скажу. Вот программа. Вы выступали недавно в «Круге света». Так вы пытаетесь критиковать Навального. Дескать, он авторитарный. Вот Мартынов Кирилл об этом говорит. А что ты с ним? Работал, сынок. В чем его авторитаризм? Жесткость, правильно, но не черствость. А жесткость должна быть. Спроси у его коллектива, у его сторонников, в чем его авторитаризм. Сидит тоже там еще Мартынов. Лучше газету свою делай. Муратова нет, так и газета стала в 100 раз хуже. Вы же пытаетесь тут же что-то на него тявкнуть. И к нему же лезете. Зачем это делать? Ну, всем же все это видно. Еще расскажу. До Навального вам всем далеко. И что он будет похлеще Путина. Так лучше с Навальным 30 суток отсидеть, чем вот с такими, как вы. И не надо лицемерить. Никому из вас вместе взятых.
поддерживайте Навального, а сторонники его так больше выступайте и рассказывайте о Навальном. Хотя нам и так все понятно. Все, пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Присылайте ваши письма и ваши мысли. Еще раз пока.